Небольшая коллекция мужских ароматов. Это те ароматы, которыми пользуюсь я. И сегодня с огромным удовольствием хочу поделиться с вами моими любимчиками. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. И всем приятного просмотра. Ну а с теми, с кем мы еще не знакомы, меня зовут Алексей. И я начинаю. Начинаю с того, что у меня вот стоит на столе один из моих самых любимых ароматов. К сожалению, его сняли с производства. Это аромат Avon Kenzo Love. Что я сказал? Ну, в общем, это аромат Avon Love от Kenzo. Мужской аромат, есть женская версия. В общем, вот этот аромат теперь уже отсутствует, но он безумно мне нравился. Он всегда был на первом месте. К сожалению, он закончился, там капитушка осталась. Это так, знаете, я его даже не выкидываю, флакончик, я его держу на память, чтобы говорить, что вот был такой аромат, и, к сожалению, его не стало. Как и самого маэстро Кензо Такада, к сожалению, его тоже не стало. Ой, ну ладно о плохом. Давайте переходить к самому хорошему и к самому интересному. Первый аромат, друзья, сейчас вот все лето и, наверное, еще весь теплый сентябрь я буду пользоваться вот этим ароматом Lancelot. Это аромат от Faberlic. Это аромат малышка, он 35 мл, но есть и большая версия 100 миллилитровая. Я рекомендую этот аромат, потому что он мне нравится, я его безумно люблю. Заказал на пробу и сразу же влюбился. И вот сейчас он у меня занимает одну из лидирующих позиций, то есть я им регулярно пользуюсь. Это, знаете, цитрусовый древесный аромат. В общем, теплый, пряный такой, ну классный. Не знаю, что еще сказать, просто попробуйте его. Вот такой маленький аромат стоит, ну, по разным ценам до 2000 тенге, то есть по каким-то акциям его можно приобрести дешевле, дороже. Вот, в общем, имейте в виду, я рекомендую его, этот аромат. Следующий аромат, который у меня знаете, один из любимых ароматов сейчас в моей коллекции. Это аромат, кто бы мог подумать, друзья, это аромат от De Facto. Я его приобрел еще где-то весной. Смотрите, как я им усердно пользуюсь. Аромат идет 100 мл. Я, в общем, пришел в De Facto и что-то покупал. Я не помню, что я тогда покупал. И стоял на кассе. И вы знаете, хитрый маркетинг, да, в таких магазинах. У них сразу же на кассе, пока ты стоишь в очереди, есть ароматы. В общем, я принюхал этот аромат. Я пытался найти какую-то информацию про этот аромат. К сожалению, я не нашел. Вы знаете, мне кажется, что в составе идет огуречек, что-то там дыневое, не знаю. В общем, на сайте нету информации по составу этого аромата. Я его приобрел за сущие копейки. По-моему, он был по распродаже 2000 тенге. Ни на секунду не жалею. Вот. Периодически я захожу в магазин и поглядываю, но его пока нету. Но я уж нашел его на сайте De Facto, то есть его можно заказать. За 5000 тенге он сейчас стоит. Ну, знаете, он в принципе того стоит. Я вот рекомендую, прям попробуйте. Аромат просто шикардос. Ну, не знаю, мне он безумно нравится. Такой огуречный, тоже свеженький, легкий. На лето самый раз. Следующий аромат, пусть это будет третье место по использованию этим летом. Это аромат Full Speed Surfer. Это наша новинка в Avon, которая буквально вот ворвалась, но почему-то она не ворвалась в продаже. Мои представители, мои клиенты не особо-то восприняли. Я раздарил, я не знаю, штук 100, наверное, пробников этого аромата, но продажи так и не ворвались. Но потихоньку, знаете, все равно просыпаются люди, звонят, спрашивают: Алексей, вы вот дарили пробник, есть ли такой аромат? Да, есть, друзья, налетайте, разбирайте. Ну, классный аромат. Я не знаю, почему он не заходит. Ну, у меня он, видите, зашел. Если сравнивать с этими ароматами, то да, конечно, вот этот аромат больше всего использован. Аромат De Facto Aqua, он, кстати, называется Aqua. Вот, не знаю. Ну, в общем, это аромат тоже идет фужерно-древесный. Видимо,
Это мои, наверное, мои любимые ароматы. В составе идет озоновые ноты, перечная мята, ветивер, ну, масло пачули. В общем, не знаю, мне кажется, озоновые ноты это вот самое, что есть в этом аромате, шикарное. В общем, друзья, вот такая вот тройка лидеров моих ароматов, которые я больше всего обожаю. И они у меня сейчас летние ароматы. Но еще у меня есть пару ароматов, которыми я пользуюсь изредка, тоже летом. Следующий аромат это у меня аромат от компании Yves Rocher. Был у меня обзор, я решил попробовать Yves Rocher тоже позаказывать. Но что-то не пошло, клиенты особо у меня не берут. Yves Rocher дороговастенько, но я все равно слежу. Мои глаза все равно продолжают следить за этой компанией. Может быть, что-то интересненького увижу. Но очень у них адские цены, очень высокие. Вот этот аромат, ну, что-то около 10 тысяч стоит. Не знаю я, стоил бы он 5 хотя бы. Но 10 тысяч очень дороговастенько для этого аромата. В общем, аромат этот принадлежит к фужерным, как обычно. У него в составе идет огурец, мята, дубовый мох, сандал. В общем, аромат тоже свежий, такой своеобразный. Он такой ифрашевский, знаете, мне кажется, что вся косметика как будто пахнет именно вот этим ароматом. Если говорить, то, знаете, действительно, он уникальный по сравнению, как... Вы знаете, нет, подождите, тут каждый аромат уникальный. Но у всех у них вот есть как будто бы вот эта вот какая-то озоновая свеженькая нота, которая мне нравится. Поэтому, ну, друзья, ну, люблю я такие ароматы. Но впереди еще будут и сладкие. Вот, и замыкает, знаете, замыкает аромат, летние мои ароматы, которым я тоже пользуюсь. Да, друзья, это аромат от компании Cotton. Это тоже я приобретал какую-то одежду. Брал это я его еще аромат этот в Алма-Ате в прошлом году. Но вот видите, с прошлого года он у меня не особо закончился. Но я им тоже пользуюсь. Но он уже, знаете, он такой как будто сладковатый, свеженький. Но я его тоже взял за 2000 тенге. Думаю, возьму и попробую. Почему бы и нет. Ну вот, в принципе, аромат мне этот тоже нравится. Иногда, знаете, экспериментировать очень-очень выгодно. Можно прям нарваться на такую вот хит-ароматик, как, например, вот этот вот. Прям хит-хит. Ну что, и теперь ароматы, которыми я буду пользоваться вот как только похолодает. Потому что, ну, я считаю, что эти ароматы мне больше нравятся зимой. И... Наверное, один из моих любимых зимних ароматов, я всегда о нем говорю, тут осталась капитушечка, прям совсем-совсем немножечко. Это цитрусовый фужерный аромат, он такой фруктовый, свежий, пряный, сладкий, в общем, древесный. И тоже есть такая озоновая нота в нем. Но мне вот кажется, апельсинка, он у меня ассоциируется с Новым годом. С моей юностью, потому что я его впервые попробовал, мне было лет 25, наверное, не знаю, где-то так. Плюс-минус 5 лет туда-сюда, заболтало, в общем, не знаю, в общем, ну, давно, в общем, я с этим ароматом знаком, и периодически я его беру, но он мне нравится. Ну, особенно мне нравится им пользоваться зимой. Безумно мой такой любимый такой аромат, не знаю. Ой, ну и предпоследний аромат Attraction One Fresh. Это аромат унисекс. Их в коллекции два аромата. Один вот белый, и один черный аромат. Но белый мне сразу понравился. Почему? Да, друзья, потому что он цитрусовый, фужерный аромат. В общем, все, что свеженькое. Я люблю свежие ароматы. Но, тем не менее, мне кажется, что он все равно есть такой, он сластит. Вы знаете, аромат очень резкий и очень дерзкий, когда его только качнешь. Меня один раз даже, друзья, чуть не выгнали. Иди ты в подъезд, духарися. Ужасно, друзья, ужасный запах почему-то от этого аромата, когда его только наносишь. Но когда дальше он открывается, я не знаю, ну шикарно у него такое пряное звучание, не знаю. Я сейчас читаю, как вот захватывающий такой. В общем,
в составе идет бразильский апельсин, шафран и белый кедр. Друзья, ну вот, в общем, ой, шикардос. Сейчас, к сожалению, этот аромат, ну, может быть, и к счастью, он снят с производства, так как появляются другие новинки. В общем, если вы сейчас еще являетесь президентом компании Avon, представителем компании Avon, то вы можете этот аромат заказать. Он есть сейчас в распродажах, и у него, в принципе, недорогая цена. У меня оказался под рукой журнал с распродажи. Смотрите, 4800 тенге. Вы можете его приобрести. Поэтому заказывайте, если вас заинтересовал мой обзор. Ну и последний аромат. Он тоже эйвонский. Аромат, наверное, он, знаете, тоже такой... Он свежий. Вот мне кажется, он свежий. Но он все равно сладковатый. И мне тоже кажется, что этот аромат зайдет только на зиму. Только зимой его можно использовать. Это аромат Today, Tomorrow, Always. Это аромат мужской в этой линейке. У меня в руках сейчас старый дизайн. В новом дизайне он такой, более такой прямой. Здесь он такой широкий, там он более-менее прямой. Он тоже находится в семействе фужерных. В составе у него идет лайм, жасмин, пачули, ну вот что-то такое. Но вот, в общем, лайм, конечно же, и радует меня в этом аромате. Слушайте, ну безумно он мне нравится. Но еще раз говорю, что я его буду им пользоваться, наверное, когда наступят холода. В общем, друзья, подведя итоги, вы сейчас видите на экране мою такую топовую линеечку ароматов на лето. Это ароматы, которыми я пользуюсь с удовольствием летом. И причем вот начиная от этого аромата, это вот самое первое место, второе и так далее. Ну и те ароматы, которые у меня есть сейчас на зиму, это вот такие вот 3 аромата. Ими я буду пользоваться исключительно зимой. Но думаю, что, может быть, в моей коллекции появятся еще какие-то интересные ароматы, потому что нет да нет, я решил побольше экспериментировать и пробовать все больше и больше мужских ароматов. А то я все зациклился на каком-то одном аромате. Друзья, ну что, вот такая вот у меня коллекция моих ароматов. Напомню, что когда-то у меня их всего было 3. Сейчас вы видите уже 8 ароматов. Я думаю, что я не остановлюсь. В моей коллекции будет только прибавляться. Ну, опять же, если я найду. Зная свой такой придирчивый характер к ароматам, могу смело вам сказать, что это просто бомбезные ароматы. Они все классные. Они мне все нравятся. Я ими пользуюсь с удовольствием. Рекомендую своим клиентам. И рекомендую вам, дорогие мои зрители, обязательно попробуйте. Ну и поделитесь в комментариях своим отзывом. Ну, так как на моем канале больше всего девчонок, девчонки, напишите, какие мужские ароматы, может быть, ваш парень, мужчина, муж, папа, дедушка. В общем, напишите ваши любимые мужские ароматы, какие вам нравятся, или какими ароматами пользуются ваши мужчины. В общем, будет очень интересно. Или мне посоветуйте, вот посоветуйте какой-нибудь аромат, какой я еще не попробовал, что-то вот из свежих ароматов и что-то из сладких ароматов я обязательно буду пробовать. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я напоминаю вам, то, что у меня идет гонка за 5000 подписчиков. Я очень сильно хочу, чтобы на моем канале это была красивая цифра 5000 подписчиков. И я знаю, что очень многие вы смотрите мой канал, но, к сожалению, не подписаны на мой канал. Обязательно это сделайте, подпишитесь. Ваша подписка — это знак благодарности за то, что я делаю. Давайте вместе сделаем 5000 подписчиков на моем канале. Все очень просто. Просто нажмите подписаться. Это абсолютно для вас бесплатно. А для меня приятно. На этом у меня все. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Пока.